Друзья, всем привет! Это видео называется «Не делай так с амитразом бипином». Специально в скобочки взял слово бипин, потому что многие даже не знают, что бипин – это торговое название действующего вещества амитраза. И кроме того, не знают не только названий препаратов, но еще и неправильно их используют. Дошло до ужаса, которым я прочел в своем комментарии под одном из своих видео. Там многие люди делятся информацией, своими опытами, различными ситуациями. И когда я увидел, что человек делает с амитразом, как он им обрабатывает семьи, я просто шокирован этой информацией. Поэтому спешу поделиться с вами тем, как не нужно делать, как нельзя делать. Почему такие ситуации вообще присутствуют? Я считаю, что основным моментом, который порождает всю эту ерунду, когда люди опытным путем пытаются достичь истины, убить клеща, победить его полностью. Я считаю, что главной причиной таких ситуаций является неосведомленность людей в сфере обработок от клеща, лечения болезней. Это их неграмотность, а также, конечно же, огромная доля ответственности лежит на тех, кто обязан этому обучать, контролировать. Это различные органы, ветеринарные службы. То есть человек сегодня может взять что угодно и делать у себя что угодно. Никакого контроля. И кто-то берет амитраз. Амитраз – это не жидкость в ампуле. Амитраз – это сухой порошок, кристаллы, которые нерастворимы в воде и нерастворимы в масле. Сразу скажу, что амитраз – это действующее вещество. Находится расфасованным в определенные препараты. Ампулы это как бипин, скоботокс, есть в таблетках, есть в шнурах, то есть веществом пропитаны определенные вещества. Есть инструкция к этим препаратам и необходимо следовать этой инструкции. Что же делают многие, придумывая что-то? Кстати, видел данные способы и в интернете. Берут они содержимое ампулы, которое правильно называть именно содержимое ампулы, потому что в ампуле амитраз разведен в каком-то органическом растворители типа ксилол, толуол и так далее. После того, как вы взяли эту ампулу, необходимо следовать инструкции по ее применению. Итак, кто-то берет их, пропитывает пластины, самодельные, самопальные, из бумаги или старый шпон, бэушные пластины, которые были в употреблении с каким-то другим веществом. Они думают, что да почему бы и нет, замачивают и говорят, что масло очень хорошо впитывается, равномерно распределяет и вносят туда. Кроме того, комментатор, который написал мне о своем опыте, он применяет такие пластины самодельные путем внесения их где-то 30-40 дней, сразу же после медосбора, что является также очень и очень неправильно. Теперь разберем эти ошибки и поговорим об этом веществе более подробно, что же на самом деле происходит и как правильно применять. В теме с амитразом вообще люди делятся на две категории. Одни кричат ни в коем случае, потому что накапливается, вреден, канцерогенен и тому подобные вещи. Другие безбожно льют его в ульи, не соблюдая никаких инструкций и не глядя на химические, физические свойства этого вещества. Итак, в начале видео я сказал, что он не растворим в воде, и возникает логический вопрос. А как же тогда мы проливаем по улочкам всю жизнь, деды льют, и все сейчас льют по улочкам водный раствор амитраза? Дело в том, что в воде он действительно не растворим, и то содержимое ампулы, которое растворено уже в специальных растворителях, да еще и с некоторыми стабилизаторами, консервантами, оно растворяется в воде, уже это содержимое ампулы, и выглядит там в виде взвешенных частиц. То есть именно вот такой приготовленный в растворителе раствор амитраза способен растворяться в воде, но если рассмотреть микроскопически, то там это все настолько мелкие частицы амитраза. На самом деле он полностью не растворяется в самой воде, а в масле он вообще не растворим. Поэтому когда люди делают какие-то самодельные пластинки, какие-то салфетки и тому подобные вещи, растворяя в масле, то они очень сильно заблуждаются. Идет неравномерное распределение вещества, на какую-то пластинку амитраз попадает в большем количестве, на какую-то меньшем. Образуются очаги, так называемые, воздействия на пчел. И эффект может быть как вау-эффект, так и вообще никакого эффекта, вплоть до привыкания к клеща самому амитразу, потому что действующего вещества очень мало. И получается, в одном улье вы увидели огромную особь, не только клеща, но и пчел в том числе, может быть, и я не шучу. А в другом улье вы увидели так себе и подумали, что это более заклещенное, это менее заклещенное. Ни в коем случае так делать не нужно. Ни в каком масле растворять амитраз нельзя. Как же его применять?
по инструкции можно применять водным раствором, но этот способ имеет некоторые недостатки. Какие же? При проливании улочек водным раствором амитраза его само действующее вещество не попадает прям точно на каждую пчелу, на каждого клеща. Да, оно разносится, да, клещ сыпется, да, семьи выживают, но эффект совершенно не тот, который мог бы быть, если бы вы мелкодисперсно обрызгали этим водным раствором рамку, соблюдая те же самые пропорции и количество действующего вещества. Кроме того, водный раствор амитраза очень сильно впитывается в воск и накапливается в воске, накапливается в рамках. Ну и если быть точным, то накапливается не сам амитраз, а его метаболиты, особенно один ДМФ, из них очень-очень небезопасен. Следующая ошибка, которая есть в этих всех самопальных методах обработки, это продолжительность. Нужно и важно соблюдать кратность обработок. То есть лучше пусть будет доза немножко больше, чуть-чуть, там где-то вы ошиблись с какими-то расчетами, дали или меньше воды, или растворяли это содержимое ампулы в керосине или спирте, обрабатывая дым-пушкой, но лучше по инструкции и чуть-чуть больше, чем меньше, потому что когда вы не додаете количество амитраза, рассчитанное специальными людьми, которые писали инструкцию, то вы тем самым меньше воздействуете на самого клеща. И, соответственно, появляется эффект привыкания, резистентности к клещу. И тот клещ, который родится в этой амитразной среде, он просто становится устойчивым. И через 2-3 поколения его даже амитразом уже не возьмешь. То есть вы можете неправильными своими действиями воспитывать в клеще привыкание к амитразу, что будет очень пагубно влиять на все пчеловодство в целом. Ну и так как я сказал о том, что есть инструкция, есть самопальные какие-то ошибки людей, возникает такой вакуум информационный, такой вопрос: ну а как же правильно, и как безопаснее, и как лучше? Я ни в коем случае не претендую на роль человека, который сказал абсолютную истину. Я лишь могу предполагать и говорить вам, что на основании личного опыта, испробовав рекомендуемые методы, могу посоветовать вам, а выбор остается за вами, что применять лучше в виде аэрозоля, в виде дыма через дым-пушку. Почему? Потому что распределение вещества идет более полно. И также, если мы возьмем площади стенок, объем улья, площади рамок, на которые попадают метаболиты амитраза, возьмем также пчел, на которых тоже все это попадает, их за общую площадь, то площадь этого распространения вещества довольно-таки большая, очень большая получается. Я подсчитывал, где-то около 4 квадратных метров, если говорить о 12-рамочном улье, 12-рамочном корпусе, площадью дна, крышки, стенок. И получается, что доля попадания в сам воск, она остается минимальной при таком методе. Но здесь есть недостаток. Как и в любом другом способе применения амитраза, он накапливается в воске. Почему? Потому что он жирорастворим, и воск его втягивает в себя как губка. Какие же рекомендации можно сказать, чтобы не превратить амитраз в яд для своих пчел и для себя? Ни в коем случае не используйте какие-то самодельные пластинки и тому подобные препараты. Всегда используйте только то, что имеет свидетельство соответствующих органов ветеринарной медицины. Используйте строго по инструкции, соблюдая все пропорции и внешние условия, внешней среды. Это относится ко всем препаратам, не только к амитразу. И обязательно, если вы работаете проливом или дым-пушкой с амитразом, соблюдайте кратность обработок не больше 4, чтобы вы по-настоящему убили клеща, а не купали его в амитразе в малых количествах. И еще один совет: обрабатывайте амитразом только после того, как сократили гнездо. Это позволит вам уменьшить количество рамок, которые будут впитывать в себя амитраз. Пусть это будут более темные рамки, а светлую сушь вы оставите на весну. После того, как количество обработок прошло, метаболиты амитраза воспринимает сам воск в рамках, а также некоторая часть меда, которая там находится. Мед сам по себе не впитывает, но контактируя со стенками, восковыми крышечками, конечно же, какое-то количество метаболита появляется и в меде. Что происходит в дальнейшем? Весной, когда пчелы уже подходят к концу зимовки, они весь мед съедают, сами умирают, наращивая новое поколение, и у вас остается единственная загрязненная этим веществом среда. После того, как вы также и стенки ульев промываете, протираете, и в принципе на дереве там практически ничего не остается даже сразу, дерево не впитывает в себя амитраз.
А вот воск, вы можете эти рамки просто брать и утилизировать. Не нужно их перетапливать. Если вы скажете: о, какой расход. Послушайте, это намного выгоднее, чем накапливать амитраз. Ну, я все время говорю амитраз, на самом деле метаболит ДМФ, чтобы потом получить какие-то проблемы с вощиной в виде там вымирания личинок на самой вощине и так далее. Поэтому все, что необходимо, это просто контролировать, чтобы у вас эти рамки уходили не в перетопку для выстраивания гнездовых рамок и медовой суши, а просто утилизировались, а работать с тем воском, который пчелы настроили на вощине в новом сезоне, и также тем воском, который вы получили в магазинных надставках. Тогда вы сможете утилизировать метаболиты, иметь здоровые семьи и обрабатывать клеща, потому что на сегодня панацеи от клеща нет, он наоборот мутирует, приобретая новые формы, и наша задача не помогать ему в этом, а убивать его максимально тем, что действует. Итак, друзья, амитраз — это мощное средство, но в неправильных руках может быть ядом. Только правильное применение, согласно инструкции, поможет вам избежать резистентности и огромного накопления в воске, потому что самодельные пластины месяц в улье приводят именно к этому. Поэтому только готовые препараты и правильные сроки применения. Я желаю вам мира и здоровья, вашим пчелкам также здоровья и хорошей зимовки. Всем пока!